Приветствую вас всех! Сегодня видео такое более разговорного стиля, философское. Кстати, да, мы можем пофилософствовать, поспорить, пообсуждать в комментах, потому что вот сегодня хорошая погода, я тоже решил выгулять Черномазова. И мне как раз пару сообщений прилетело в личку, когда я выезжал из гаража, парни написали: Ром, слышь, у меня вот 1800, 2200 у второго, говорит, вот что мне купить? Я, честно говоря, сам затормозил, вернее, не затормозил, а так в ступор упал, думаю, реально, что можно купить так? И я хочу представить вам свой топ-10. Это не то, что топ-10 на первом месте, на втором, на третьем. Это так 10 позиций, про которые я хочу поговорить. И в каждой позиции будут по несколько машин. Потому что это не новые автомобили. Даже там не 5-7-летние, где-то можно шумоизоляция, надежность. Точно на первом месте топ, потому что выигрывает лучше шумоизоляция, выше надежность. Там. А здесь... Когда уже машина до $2000, здесь технические моменты смотреть не нужно. Тут уже нужно надеяться на удачу, на везение, на адекватного владельца, то, что вам повезет. Гадала, что гораздо. Здесь все эти данные, блин. Потому что тут только достается надеяться на судьбу, блин, то, что вам повезет, нафиг. Это как в армии. День прошел и фиг с ним. Так и тут. Надеемся на лучшее. Так и тут нужно надеяться на лучшее. Поэтому первое, поскольку я... Так что на первом месте ВАГ, по-любому. Куда ж без ВАГа. Это B3 Passat, третий Golf. Второй Golf можно найти, кстати, если вы найдете второй Golf, там даже за 1500, за 1700, но адекватно. Не то, что за гроб просят там 1700, а реально машина нормальная. Если за 1700 его взять, это просто идеальный вариант. Но второй Golf, скажу откровенно, староват. Все равно. Хотя сам фанат ВАГа, я не хочу на второй ничего гнать, все равно классная машина, классно. Третий Passat, четвертый вы не найдете, хотя если бензинку, то найдете, но за 2000 он будет очень проблемный по кузову, поэтому, ну, лучше третий. Можно взять и четвертый, можно и на пятый смотреть, если он там весь покоцанный, можно и пятый за такие деньги взять, но... Я хочу здесь топ сделать, чтобы машина еще поездила, а не просто домой доехать. Поэтому третий Passat и третий Golf. За эти деньги вот, примерно можно найти. Небольшое объявление. Я решил открыть канал в Телеграме. Я уже его открыл. Куда вас всех и приглашаю. Там мы сможем пообщаться на разные темы автомобильные. Что там будет конкретно, я сам не знаю. И это хорошо, потому что это все вплоть до вдохновения. Можно на любую тему. Я там разгонюсь насчет, может, какого тюнинга, пообсуждаем всякую тему, как вы считаете, лучше так или этак. Если даже, кстати, кто-то будет продавать свою машину, можете написать мне в личку, я ее выложу, там фотографию, описание ваше подробное. То есть мы сможем с вами более близко общаться в таком более дружеском формате, формате советчиков, там, дайте совет и так далее, как вы думаете, как вы считаете, я думаю, вам будет интересно. Также и мне, я этой темой тоже немного загорелся. Всех вас приглашаю, подписывайтесь, ссылка в описании. Если брать остальной ВАГ, то это, конечно, Audi. И Audi, вот 80-ка, сотка, C4 за $2000, ну, теоретически можно купить. B3 можно 80-ку взять, о да, B3 80-ку можно взять. Но это машины уже в годах, они староваты. Ну, конечно, B3 и третий Golf тоже староваты. Но если за $2000 брать, то нужно машины брать уже из 80-х годов. Это получается сотка C3 и 80-ка B3. Потому что если брать уже C4, следующий кузов, она будет очень проблемная и придется денег вкинуть в нее. Я так примерно топ делал, исходя из того, чтобы за 2000 купить, к примеру, и там 200-300, чтобы вам хватило дальше ездить. А не, чтобы штуку можно купить за 2 и вложить еще 2 раза по 2. Но я в том плане, чтобы 2000, 200-300 еще туда докинуть. И чтобы уже можно было ездить. Так что аудюхи это уже привет из 80-х. И за такие деньги нужно что-нибудь из 80-х тогда смотреть. Я имею в виду годов последних, там B3 и C3 сотка. Значит, едем дальше. Вторая позиция. Это, конечно, Opel Astra. Вот недавно на днях, сегодня у нас 29 января. Вот на днях было уже 2 года, как я снял видео про Opel Astra. 2 штуки были. Вот я как раз вчера и мониторил цены. За $2000 примерно можно такое взять. Opel. Конечно, там будут косячки по кузову. Ну, все машины будут с косяками. Все, что я называю, все будут там с косяками. И все будут требовать вложений. Но я стараюсь находить такие, чтобы не сильно много это было. Можно найти предыдущую Астру, хотя это неплохая, на таких уже можно ездить, можно взять за такие деньги. Векторы, тоже Opel Vectra этих же годов. Омегу вы уже не найдете, потому что
последняя Мега будет дороже, а Мега из 90-х, она очень сильно гнила, потому что, вот я говорил на обзоре, то, что уже последняя Мега гораздо лучше коррозионоустойчивая. Она тоже гниет, но не так. Не выгнивает прям тотально, как та. Дальше идет Рено. Рено Лагуна, это я первую не снимал, все хочу снять. Но вот Рено Лагуна хороший вариант для покупки, кстати. Первая Лагуна. Можно еще Клио найти, Рено, если вам какой-нибудь хэтчбэк, Мегану, что-нибудь из Рено. Меган тоже хороший вариант. Кстати, тоже хотел бы снять. Вот. Из этих денег вот их можно и брать. Потом, что касается Citroёn, хотела Citroёn сюда еще добавить. Но можно и Citroёn брать из этих же. Но вот Ханти, если вы смотрите Хантию, кстати, вот подписчик недавно продавал за 200, то смотрите задние трубки на пневму, потому что они выгнивают, и замена не дешевая. Поэтому смотрите именно эти моменты. Смотрите кузов, чтобы, конечно, был не тотал, а после кузова сразу смотрите на пневму, потому что недешево, просто удовольствие это. Потом идет Nissan. Nissan Премьера и Nissan Альмера. Вот эти две машины, которые я бы и взял. Что-нибудь из них. Потому что у нас их тоже не сказать, чтобы было мало. Я стараюсь более такие массовые, популярные в нашей местности искать машины. Поэтому Премьера и Альмера это очень хорошие тоже варианты для покупки. Вот. И их я бы смотрел, честно говоря, бензинки. Потому что дизеля там тоже вроде неплохи, но я бы Премьеру и Альмеру смотрел бы с бензином. Конечно, это японцы, и они не Audi 80, B4 и B3, которые до сих пор ездят и не гниют. Они, конечно, будут с проблемой, не будут подуставшими. Но, ребят, за такие деньги и те года, это уже просительная машина. Смотрите именно, чтобы это был не тотал и не сгнивший насквозь. Потому что недавно Альмера приехала, то заднее колесо стоит как у комбайна. Углом 45 градусов, потому что сгнила нахрен балка, все повыгнивало, и по колесу просто ударило, оно в сторону стало. Поэтому смотрите, чтобы силовая структура хотя бы была целая. Понятно, что арки, низы дверей, это все, это классика, это есть это органические процессы, это все взаимосвязано, это, опять же, близость к природе. Посмотрите. Нравится наша природа? Вот. Их я брал бы именно с бензинками. Едем дальше. Потом я бы взял, рассмотрел в покупке 5-й Аккорд или вот Civic. Кстати, вот Кирилл Романовский, привет, если меня смотришь. Вот тоже у него был Civic, он его выставил на продажу. Сначала разыгрывал, потом вот выставил на продажу. Вот на нем он в Брест нам приезжал пару раз. То есть машина надежная, хорошая. Да, понятно, тоже по кузовам там есть свои косячки, надо тоже устранять. Но машина, в принципе, надежная. Он ее разыгрывал за $1000, продавал за 1300. Ну, где-то за штуку она ушла. То есть вообще и машина как вот хэтчбэк классно. Можно и лифтбэк найти. Civic, но вот машина сама неплоха по себе. И она тоже достаточно молодежная. И в сравнении вот с моими любимыми 3-м Passat, 3-м Гольфом, она не такая уже там пенсионерская, как многие там молодежь вот не покупает, не любят их, что пенсионерская машина уже олдскульная, а тут более по-молодежному. Вот вам и аргумент более молодежного автомобиля. Тут тоже неплохи. 5-й Аккорд. Единственный минус, что у 5-го Аккорда, я помню, Саня мудохался, потому что и Серега тоже знает это все. Вот, то, что металлические баки, вот, немного не по-человечески тоже вам приходится, как я с буханкой мудохался, с герметиками, шпаклей, то придется немного помучиться вам с баком. Но так, в принципе, тоже будут косяки, ну, косметические проблемы, ну, конечно, уже любой. Идем дальше. Опять Япония. Toyota. Мечта идиота. Классные автомобили Toyota. Вот сразу. Карина, Королла. Вот Карину я хочу снять. Человек уже согласен. Думаю, мы снимем. Вот она будет. Я про нее там подробнее расскажу. Вот я смотрю на эти машины. Тоже классные, надежные. Ну, Toyota есть Toyota, что говорить. Конечно, по кузову будет все равно чуть похуже немцев и французов. За это тоже нужно смотреть. Но, в принципе, машины неплохие. По внешнему виду они не так уже устаревшие, не такие простоватые. То есть, все равно там, с точки зрения экстерьера, там есть мысли, которые еще не так ушли
в ретро-стиле. Поэтому достаточно нормально еще машина смотрится. И интерьер в салоне тоже недостаточно убогий, однообразный и старческий. Так что это все достаточно хорошо выглядит. И мне лично нравится, смотря как вам. Но опять же, дизеля, вот у японцев с дизелями как-то вот 50 на 50 что-то есть. И уже, когда машина с возрастом, нужно смотреть не бензин, либо дизель, а самый простой надежный мотор. Это и есть концепция моего канала, кстати говоря. Потому что вот, снимая без разницы любой автомобиль, там до $1000, до 2, да и больше. Вот, к примеру, тот же Passat B6. Именно я рекомендую всегда двигатель самый надежный в линейке, потому что, чтобы не разочароваться в своей машине. К примеру, если покупать такой автомобиль, отвлекусь на минуту, простите, если даже его покупать, он есть на канале, там я рассказывал, какой мотор. Вот с этим мотором машина идеальна. Взять любой другой двигатель, там уже разочарование, одним словом. Поэтому лучше всего брать, ну, надежно, это классика, всегда 1.6 бензин, как правило, конечно, есть исключения, но, как правило, 1.6 бензин у любого, у Тойоты, у немца, у француза, это всегда нормальный классный двигатель, по большому счету, так оно и есть. Есть, конечно, исключения у каждого, но в основном 1.6 бензин это самая надежная конструкция. 4 котла, там 8 либо 16 клапанов, это уже в зависимости там от автопроизводителя, но, как правило, 1.6 атмосфера лучший выбор. Идем дальше. Дальше уже король зверей, Peugeot 405, 305. 405, в принципе, неплохая машина, она комфортная. И там есть один фанат, который говорит, что Passat и Volkswagen дубовые, Peugeot 405 это мягкая, комфортная машина. Но смотрится она, честно говоря, на мой взгляд, не сказать бы, что плохо, но по мне уже... Я лучше искал бы 305. 305 меньше по габаритам, он менее комфортный, но... Блин, он выглядит современнее, он красивее сам по себе. 405, он все равно постарше выглядит. Ну и, конечно же, опять же, бензинка. Какой-нибудь бензиновый двигатель я смотрел бы тоже. Самый надежный, не сильно объемный, чтобы меньше жрало, блин. Вот, поэтому по Peugeot тут тоже все просто. Да и вообще с этими всеми машинами, которые перечисляю, все просто. Смотрите, чтобы кузов насквозь не сгнил и силовая структура была классная. А все остальное там уже в комплекте как есть, как и будет. На 9-м месте Ford Mondeo. Ford Mondeo первого поколения, дорест, либо рест, как там по деньгам. Но Ford Mondeo тоже неплохой вариант. Вот по салону он не так устарел. Надо признать, да. Вот ВАК, то, что я говорил, вот та же третий Гольф, Б3, те же вот, я часто к ВАГу возвращаюсь, потому что это мой любимый концерн. Ну, кто меня смотрит с первых видео, тот знает. Поэтому вот все эти машины, преимущество всех остальных перед ВАГом, то, что интерьер салона у них покрасивее, посовременнее, поинтереснее в целом просто. Вот, пускай не проигрывает, может, по надежности, по коррозионоустойчивости кузова, но с точки зрения вот интерьера салона, вот, они интересней. Но учитывайте, ребят, то, что вы до $2000 покупаете машину, и машины уже будут в годах, и за такие деньги не надо ничему удивляться, вам придется вложить в машину деньги. Не будет такого, что вы купили, там только масло поменяли, страховка, на учет поставить, это тоже деньги, тоже вложения, и немалые. Ну, относительно, как кому, конечно. Вот. Но все равно вам придется ее дорабатывать. Делать все равно придется. И не получится вам не избежать того, чтобы вообще не вложить ни копейки, ни рубля. Такого у вас не прокатит. По-любому придется в машину вложить денег. И самое главное, сторговать за бесплатно не получится, потому что за такие деньги, ну вот у нас, к примеру, за такие деньги торг $100-150, больше, как правило, уже не скидывают. 100-150, хочешь бери, не хочешь не бери, все. Поэтому вам придется идти на компромисс. Все-таки, потому что просто владелец не захочет вам ее продавать. Потому что это не новый автомобиль, и не надо критиковать такую машину до $2000, как это новый автомобиль, и к нему такие требования предъявлять. По-любому будут жуки, да, по-любому где-то что-то будет скрипеть, гудеть, выть, какой-то опорный подшипник, что-нибудь все равно да будет, по-любому. Даже если все в идеале, просто кузов будет, ну, достаточно сильно гнилой, и придется вот к кузову руки приложить. То есть теоретически тоже вы можете поездить, там жуки насквозь, машина еще не сгнила, можем пока поездить, то есть пока без вложений, но все равно потом это нужно будет делать. Так что подготовьтесь к этому морально. А если вы к этому не готовы и не хотите это делать, просто оставьте эту идею и не заморачивайтесь. Ну и на 10-м месте это Фиаты. Fiat Marea и Fiat Stila я сюда прибавляю. Но Stila за такие деньги взять уже
тяжело, либо он будет просто ушаток, поэтому нету смысла его брать, рационального зерна в этом нету. Но просто понравилась машина, я вот сюда приплетаю. Если пара сотен сверху есть и достойный экземпляр у вас вырисовывается, я бы Стила взял, потому что плюс Стила в том, то, что, ну, не гниет, вот не гниет. Хотел, рыжики есть, но, блин, ну не гниет, падла. Нету такой вот сквозных коррозий. Это самый главный момент. А если еще с дизелем вам попадется, либо там 1.6 бензин, там, ну, что атмосферно там Стила говорит, то вообще, блин, отличная машина. Плюс еще холодильник есть. Вот. Морея тоже хорошая машина, вот та, что я снимал. То, конечно, такую вы тоже вряд ли найдете. 1 на миллион. Ее купили за $2000, там владелец умер давно, продавали уже его дети, она простояла черт знает сколько времени. Там родной пробег, по-моему, 203 или 210 тысяч километров был. Машину отдали ровно за $2000. То есть, ну, идеальная машина, конечно. Я бы такую себе хотел, такую найти. Но, к сожалению, такого не будет. Это очень-очень редко. Поэтому Морея, либо Браво, ну, Браво это 3- и 5-дверные хэтчбеки, Морея это седан, либо универсал. То есть я тут и Браво, и Морея, то есть под Мореей имею в виду все эти автомобили. Вот, так что тоже хороший вариант. Тоже можно купить, присмотреться. Машина достойна внимания. И она достаточно современная. Уже можно машину 2000 года найти, 2001. Уже интерьер салона классный, более современно. Там круче комплектации, конечно, годы берут свое. Потому что если брать начало середины 90-х, все равно машины не так напичканы всякими ништяками, чем уже машины конца 90-х, начала нулевых. Это тоже нужно учитывать, это тоже круто. А если для вас основной главный момент, один из главных моментов, то это ключевой фактор, который не обойти и нельзя вам игнорить. Поэтому нужно смотреть именно на оснащение. Другой вопрос, что это не все будет работать, но это уже второй вопрос. Самое главное, наличие этого. А там уже вам придется думать, решать, тратить деньги на то, чтобы это все работало и это все восстановить. Ну и по сути дела, вот топ-10 нужно этот заканчивать, потому что уже 10 позиций обошел, но еще один, 11-й, плюс топовый для парней, которые смотрят в России, потому что большинство просмотров, почти 50% просмотров, это ребята из России. Так что и для ребят, также и для Украины более актуально, это еще и продукция ВАЗа, потому что у нас ВАЗа очень мало. Если можно поехать на разборку на француза, на любого немца, найти там двигатель, коробку, что угодно, там кузовные элементы, то на АвтоВАЗ, ну, на Лада-сервисе я могу купить, к примеру, там прокладку под клапанную крышку, там крышку трамблера, ну, прерыватели там. Либо, если уже машина по современней, тоже что-то заказать. Ну, короче, что-нибудь новое. А двигатель, коробку, там дверь, крышку багажника, кузовные элементы, вот этого уже нету. Маневра такого не сделать хитро. А у вас, где вот в России, много машин, во-первых, выбрать что-то можно, потому что их тупо больше и гораздо много, чем у нас. По сравнению у нас они вообще отсутствуют, если сравнить с Россией по количеству. И полным-полно разборок, все равно на двигатели, коробки, все эти вот технические, то есть материальная база у вас есть, и это серьезный аргумент, чтобы присмотреться к покупке такой машины. Ну и, конечно, за такие деньги ВАЗ будет более современный по годам, но не по оснащению и техническим новшествам. Но в любом случае, все равно это преимущество, это машина. Любой автомобиль достойно уважения, ребят. Это лозунг канала. Так что все равно это путь компромиссов, проб, ошибок, может быть, разочарований, но не падайте духом. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты у вас в соцсетях. Подписывайтесь на канал, нажимайте обязательно колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Подписывайтесь ко мне в телегу, там пообщаемся. Также можем свои мысли и выводы насчет этого видео там сделать. Поспорить, посмеяться, пошутить, просто пообщаться. Счастливо!